Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Сегодня я хочу вам предложить связать вот такой изящный ажурный кардиган от немецких дизайнеров, выполненный очень простым, незатейливым узором с вертикальными ажурными косами. Вернее, это имитация косы. Вяжется очень легко и, в общем-то, приятный цвет, несложный в исполнении. В совокупности, я считаю, вещь близка к идеалу, что ли, я не знаю. Такой цвет какой-то, знаете, подойдет на любой возраст, на любой размер, да. Сегодня мы будем с вами составлять описание. Значит, для большого количества размеров, начиная от 42 до 56 размера, вот такой большой охват. Это удлиненная модель, 64 сантиметра в высоту будет. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. У нас сегодня описание использоваться на все размеры, да? Ну а там вы сами, девочки, для себя откорректируете длину. Как это сделать, я вам, в принципе, подскажу. С использованием вертикальной плотности обязательно будем составлять описание. Вот. И, как всегда, по порядочку сейчас я пройдусь кратко, что будет в данном мастер-классе. Это экспресс-мастер-класс. Целое изделие мы здесь не вяжем. Мы с вами прорабатываем всю технологию вязания и вяжем образец, и делаем расчеты на все эти размеры. Описание вязания выложено будет под видео. То, что я вам сегодня буду рассказывать, так сказать, показывать, все это будет как бы собрано под видео в текстовом варианте. Итак, у нас выбор пряжи, спиц. Мы с вами вяжем образец узора, определяем плотность вязания. Прямо в мастер-классе я рассказываю, как это сделать. И затем с помощью выкройки и плотности будем составлять с вами описание. Всем, кому интересна данная модель, оставайтесь со мной дальше на канале и смотрим мастер-класс до конца. Итак, выбор пряжи. Для вязания кардигана я выбрала пряжу Yarn Art Jeans. Это полухлопковая пряжа, 55% хлопок, 45 полиакрил, цвет 17 и просто так, и в 50 грамм 160 метров. Турецкая пряжа хорошего качества. Имеет такой, знаете, этот цвет конкретно имеет такой легкий, я бы сказала так, меланжевый какой-то эффект. Ниточка хорошо скручена, видите, немножко что-то такое белесое проскакивает, да, в ниточке. Спицы будем с вами использовать, девочки, 3,5. Вот так выглядит узор. 3 раппорта в высоту, 1 раппорт в ширину здесь используется. И такая имитация косы ажурной, да, идет. Красивая вертикальная составляющая узора, и поэтому будет зрительно стройнить фигуру именно этот узор, именно эта коса. Давайте сейчас посмотрим схему узора. Она довольно простая. Внимательно смотрим на схему. Девочки, раппорт узор вставляет 23 петли в ширину и 12 рядов в высоту. Условные обозначения довольно простые, распространенные. Горизонтальная черточка – это изнаночная петля, пустая клеточка – это лицевая петля. Вот такая наклонная линия обозначает у нас перекрещивание 4 петель налево. Как это сделать, я подробно вам сегодня покажу. Надеюсь, это будет доступно и понятно, как сделать перекрещивание. Без дополнительной спицы мы будем это делать. Тем более, кто не умеет, научится. Там нет ничего сложного. Нужно просто автоматически все это дело повторить. Теперь дальше. Вот такая линия, наклонная вправо, соответственно, влево. Это 2 вместе лицевой, соответственно, вправо, 2 вместе лицевой влево. Кружочек – это накид. Все, других обозначений здесь нет. Хорошо, понятно. Теперь дальше пойдем, посмотрим выкройку.
Выкройка у нас вот так выглядит. Сейчас я ее попробую увеличить, девочки. Значит, смотрите, вот такое очертание, так скажем, нашей выкройки. Вот такие. Размеры здесь, конечно, проставлены только на первой. Размер 42-46 у нас тут идут. Вот, все остальные размеры я увеличивала. Более детально про размеры и про то, сколько петель набирать, как расположить узоры, раппорты, что откуда берется, почему мы именно столько петель закрываем на пройму, там, на вырез горловины, сколько петель остается на плечи, как посчитать скос нашего рукава и так далее. Все эти тонкости я рассказываю во второй части видео после того, как мы свяжем образец. Так, и теперь про описание. Кратко показываю вам. Обычно я просто вам вот так показываю, что вот такое описание будет у вас выложено под видео, девочки. Длина здесь 64 сантиметра. Размеры, как я уже сказала, 3 будет 42, 46, 48, 52, 54, 56. Вот таким образом у нас сложились размеры. Далее, что касается спиц. Спицы 3,5. Что касается сколько покупать моточков пряжи, да? Смотрите. Значит, я считаю, что для размера 42-46 необходимо будет, поскольку кардиган удлиненный, грамм 500. Ну и в зависимости от дальнейшего увеличения размеров, там грамм 550, 600, 650. Вот такая вот у меня, на мой взгляд, будет количество пряжи. Моточки сами посчитайте, там по 50 грамм. Так, и все вот это я зачитывать, естественно, не стану. Все это дело вы сами прочитаете, здесь подробно. Как располагаются ажурные узоры, вот здесь я пишу, да. Все это я рисую схематично даже в конце второй части видео. Смотрите, кому это важно. И все. И, мои хорошие, давайте на этом сейчас прекращаем разговор и начинаем вязать образец. Так, вязать мы будем вот по этой схеме. И у нас для образца 31 петлю я набрала. Спицы 3,5 используем для вязания образца. Так, я уже связала 2 раппорта в высоту. Ну и сейчас мы с вами будем вязать раппорт, и для симметрии 6 петель у меня с левой стороны идут, вот по схеме, видите, да? Это у нас жгутик идет на 4 петлях. Вот он справа идет, и для симметрии я его добавила слева. Сам раппорт 23 петли, как мы уже говорили раньше. Так, начинаем вязать раппорт. Первая кромочная у нас идет петля, снимаем ее, и дальше вяжем раппорт. Изнаночная, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, 2 изнаночные, затем 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5. Теперь делаем 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Поскольку я вяжу бабушкины петли, я меняю петельки местами. Если вы вяжете классический, то вам там вообще очень легко вязать. И вяжу 2 вместе одной лицевой. Накид. По центру вяжем лицевую. Делаем еще один накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. 2 изнаночные. Одну изнаночную. Одну изнаночную. Это раппорт. Так, отлично. Это мы связали первый ряд раппорта. За раппортом для симметрии 6 петель вяжем как изнаночная, 4 лицевые, изнаночная. Кромочная у нас вяжется изнаночной. Связали. Все четные ряды являются у нас изнаночными, и мы будем вязать их, как смотрят петли. Накиды вяжем изнаночными. Третий ряд. Вяжем раппорт. Начинаем. Первая изнаночная петля,
Далее 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. 2 изнаночные. 4 опять лицевые. 1, 2, 3, 4. Делаем 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Изнаночная. Связали раппорт узора. За раппортом 6 петель для симметрии. Изнаночная, 4 лицевые, изнаночная, кромочная тоже изнаночная. 4-й ряд вяжем, как смотрят петли. 5-й ряд вяжем. 1 петля изнаночная. Теперь 4 петли будем перекрещивать налево. Для этого я не буду пользоваться дополнительной спицей, девочки. Кто привык дополнительными спицами пользоваться, используйте это. Я показываю, как сделать это технично, не применяя дополнительную спицу. Да? Я все 4 петли снимаю на правую спицу. Затем левой спицей подхватываю 2 первые петли и переснимаю их. При этом высвобождаю петли, 2 петли, которые у нас за работой остались. Вот видите, у меня сейчас правая спица свободна. И аккуратно правой спицей вот так возвращаю на левую. Получился перекрест 4 петель, да? 2 петли у нас оказались перед работой, 2 за работой. В общем, все 4 мы провязываем лицевыми петлями. Вот. И дальше вяжем опять 2 изнаночные, 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, накид, по центру лицевая, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, 1, 2, 3. Изнаночная. Раппорт связали. За раппортом 6 петель для симметрии вяжем изнаночная. Также 4 петли будем перекрещивать налево. Также все 4 я сняла на правую спицу. С помощью левой первые 2 сняла, следующие 2 с помощью правой спицы подхватила и вернула на левую. И все 4 провязала лицевыми. 1, 2, 3, 4. Изнаночная, кромочная, изнаночная. 6-й ряд вяжем, как смотрят петли. Вяжем 7-й ряд. 1 петля, снимаем ее, кромочная, вяжем изнаночная, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 3 лицевые, накид, лицевая, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, 1, 2, изнаночная. Раппорт связали. За раппортом 6 петель вяжем изнаночная, 4 лицевые, изнаночная, кромочная, изнаночная. Связали. 8-й ряд вяжем, как смотрят петли. 9-й ряд вяжем кромочная и начинаем раппорт. Изнаночная, 4 лицевые, 2 изнаночные, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, накид, лицевая, накид, 4 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном
влево, лицевая, изнаночная. Связали раппорт узора и за раппортом вяжем 6 петель для симметрии. Изнаночная, 4 лицевые, изнаночная, кромочная, изнаночная. Связали. 10-й ряд вяжем, как смотрят петли. 11-й ряд у нас вяжется первая изнаночная, опять перекрещиваем 4 петли налево, снимаем 4 петли, первые 2 перед работой, следующие 2 за работой, поменяли их местами, провязали как 4 лицевые. Далее вяжем 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, накид, лицевая, накид, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная. Связали раппорт узора, за раппортом 6 петель для симметрии, первая идет изнаночная, перекрещиваем затем 4 петли налево, меняем 2 петли на 2 петли, да? Первые 2 перед работой, следующие 2 за работой. Вяжем 4 лицевые. И изнаночная, кромочная, тоже изнаночная. Вяжем 12 ряд, как смотрят петли. На этом раппорт узора заканчивается. Начинается повтор с первого ряда раппорта. Наша задача сейчас сделать, девочки, влажную тепловую обработку образца. Вот, и мы с вами будем дальнейшие расчеты строить уже по выкройке. Размеры будем считать разные. Итак, делаем влажную тепловую обработочку утюгом горячим паром. И вытягиваем ее. Смотрите, вправо-влево тянем энергично. Обращаю внимание на края. Они должны быть тоже довольно расправленным в виде, поскольку у нас кромочные в расчете плотности будут участвовать. И это очень важно, девочки. Итак, растянули. Образец оставили таким влажным, сушиться его. Сейчас наша задача, девочки, измерить плотность, сделать ее расчет. И для этого я прикладываю, итак, ровненько выкладываем наш высохший образец, линеечку обычную и ширину меряем 15 сантиметров. В образце у нас использовалась 31 петля, поделить на 15 сантиметров, получаем циферку 2, целая циферка 2. Давайте запишем, что в 1 сантиметре 2 петли. Теперь измеряем с вами высоту образца, чтобы посчитать вертикальную плотность. Прикладываем линеечку, у меня 14,5 сантиметров получается. И 3 раппорта я вязала. Значит, это получается по 12 рядов каждый раппорт, то есть 36 рядов и 14,5 сантиметров. Делим 36 рядов на 14,5 сантиметров. Получается циферка 2,48. Да? Ну, в общем, округляем 2,5. Давайте запишем, что в 1 сантиметре у нас получается 2,5 ряда умещается. Вот эти циферки сейчас нам очень важны будут в дальнейших расчетах. Итак, смотрим выкройку. Итак, мы будем использовать с вами вот такую выкройку, девочки. И я буду составлять сегодня описание вместе с вами на следующие размеры. Значит, первый размер у нас будет 42-46, именно так, да, получается. Ширина спинки будет 50 сантиметров. Затем у нас будет идти размер 48 по 52, шириной спинки 56 сантиметров. И 54-56 размер, с шириной спинки 61 сантиметр. Так, и сразу же, значит, сколько петель набираем, да, по спинке. Сейчас спинку рассматриваем. Девочки, ну, у нас плотность с вами была измерена. 50, помните, да, в 1 сантиметре у нас было 2 петли.
Вот. И мы сейчас с вами умножаем все вот эти показатели на 2. Таким образом получаем количество петель, которое необходимо будет набрать. То есть 50 умножаем на 2, это будет 100 петель. 56 умножаем на 2, будет 112 петель. И 61 сантиметр умножаем на 2, получаем 122, у меня 123 петли. Я объясню сейчас почему, чтобы узор красиво лежал. Так, теперь что касается нашего узора. Вы помните, раппорт узора 23 петли составляет. Я всегда схематично рисую, как располагаем наши ажурные узоры, да, согласно раппорту. Раппорт 23 петли. И мы с вами для первого размера 100 петель. 100 петель мы поделим на 23 петли. Это получается целое число 4. То есть 4 раппорта на 23 петли, это 92 петли будет задействовано у нас в ажурном узоре. Плюс мы берем с вами, то есть 4 раппорта я рисую. 1, 2, 3, 4. Да? 4 по 23 петли. Плюс мы с вами, помните, вязали для симметрии 6 петель по схеме слева. Добавляли, помните? 6 петель это косичка наша. То есть я пишу 6 петель еще по схеме. Ну и плюс кромочная справа, кромочная слева. В сумме все это дело у нас будет составлять с вами 100 петель. Вот таким образом у нас с вами распределились узоры по спинке для первого размера 42-46. Для второго размера что сделать? Я рекомендую. Для второго размера здесь только один вариант с прибавлениями изнаночных петель справа и слева симметрично. То есть я добавляю 6 изнаночных справа, 6 изнаночных слева, и в сумме у меня получается 112 петель. Причем наша середина с ажурным узором остается неизменной. И это касается 48-52 размера. Понятно. И третий размер у нас с вами 54-56, 123 петли. Получилось откуда? Мы берем такое же расположение узоров, 4 раппорта по 23 петли, мы добавляем еще один раппорт, 5-й. Получается 5 раппортов по 23 петли, 6 петель для симметрии слева и 2 кромочные. В сумме это будет 123 петли. Все это будет, девочки, описание выложено под видео в виде текста. Поэтому вы все это прочитайте. Я вам просто рассказала, как располагаются у нас узоры с вами по спинке. По полочкам. Что касается полочки. Полочка для первого размера, значит, тоже схематично рисую, как располагаются узоры. Здесь никак у нас, в общем, по-другому. Это правая полочка. И она у нас вот так будет выглядеть, расположение узора. 2 раппорта подряд. Для симметрии ничего я не добавила. Это правая полочка, вот так мы вяжем. И 2 кромочные. В сумме это 48 петель набираем. Это тоже будет озвучено, девочки, в моем описании под видео. Что касается второго размера 48-52, здесь будет использоваться петли для симметрии, то есть 23-23, добавляем 6 петель для симметрии и кромочной соответственно. В сумме это получится 54 петли. Это полочка тоже правая для второго размера. Так располагаем узоры. И третий размерчик большой, который у нас 54-56, схематичное расположение на полочках узора будет следующее. Также у нас по центру идут 23, то есть 2 раппорта. 6 петель у нас идут для симметрии слева. И я добавляю 3 изнаночных справа и 3 изнаночных слева. Ну и плюс кромочные. То есть я добавила вот к этому рисунку еще по 3 изнаночных справа и слева. Всего 6 петель. И в сумме у меня получается 60 петель. Понятно, да? Это для третьего размера полочка. Вот, мои хорошие, что я хотела вам рассказать. Теперь обращаю опять внимание на
нашу выкройку, которую нам предлагает автор модели. Здесь у нас квадратная пройма глубиной 6,5 сантиметров на все размеры. И если мы переведем это в петельный эквивалент, то есть я 6,5 умножаю на 2, на нашу плотность 2, и получаю 13 петель. Мы их одним разом закрываем без закругления. Это по авторскому, так скажем, разработке. Вы можете сделать закругление. Кто хорошо разбирается в этом, пожалуйста, девочки, сделайте себе, как обычно, красивое закругление. Но мы будем следовать тому, что нам советует автор, и мы делаем по авторской методике, по его выкройке. Так, следующее, что мы с вами делаем, значит, по поводу, сколько петель приходится на плечи, сколько петель на вырез горловины. Я взяла первый размер 36 петель, второй 40 петель, это спинка, и третий размер 43 петли. У меня глубина, не глубина, но ширина выреза горловины по спинке. И все, что осталось, это плечи. Получился первый размер 19, второй 23 и 27, как считала. Смотрите, спинка 100 петель. Давайте я покажу на примере первого размера. 100 петель отнимаем. 13 и 13 это вырез, это пройма, да? То есть 26 петель отнимаем. Получаем 74. И еще отнимаем вырез горловины 36 петель. Получаем 38 петель на плечи. Делим на 2 плеча. На каждое плечо 19 петель. Хотела бы заострить свое внимание на вертикальной плотности. Вы помните, мы считали только что в 1 сантиметре 2,5 ряда умещается. Поэтому, смотрите, все вертикальные размеры переводим в ряды. Все сантиметры переводим в ряды. Для чего? Вертикальную плотность нельзя игнорировать. После стирки каждое изделие трикотажное имеет свойство вытягиваться. Чтобы избежать это неприятное явление, да, мы придумали, вот технология вязания придумала такую хитрость, такую методику с применением плотности. То есть 44 сантиметра. Вот у меня идет от начала вязания до проймы 44 сантиметра. Я умножаю на плотность 2,5. 44 умножить на 2,5, это получается 110 рядов, девочки. 110 рядов у меня должно быть, когда мы вяжем с вами спинку, да? Ну и перед, и спинку. То есть обязательно не игнорируйте эти ряды. Не сантиметрами измеряйте свое связанное полотно, а именно рядами. Считайте ряды. Их легко отрегулировать с помощью нашего раппорта узора. Помните, там у нас в раппорте 12 было рядов. То есть мы 110, у нас тут не 110, у нас же идут 2 сантиметра платочной вязки, да? То есть мы с вами 42 умножаем на плотность 2,5, это будет 106, скажем так, рядов. 106 рядов. Всегда в сторону четного числа округляется. 106 рядов. И мы 106 рядов с вами будем делить на 12 рядов. Это раппорт узора. Получаем 8 раппортов целых и то, что там еще остается, 8,8. Да? То есть 8 раппортов целых на 12 это 96, а у нас 106. Да? И мы из 106 отнимаем 96 и еще 10 рядов. То есть 8 целых рядов и еще 10 рядов от раппорта. Чуть не довязываем цельных 9 раппортов. Да? Но, опять-таки, подчеркиваю, что вот эта длина изделия, кардиган удлиненный, да, она у нас с вами тоже сугубо индивидуальная, поскольку рост у нас у всех разный. Обязательно все размеры адаптируйте под свой рост, девочки. Все размеры адаптируйте обязательно под свой рост и под свои особенности фигуры. Бывает так, что у кого-то очень узкие плечи, широкие бедра, бывает наоборот, широкие плечи, узкие бедра, да. Поэтому здесь нужно, конечно же, немножечко откорректировать под себя. Вот.
Вот это я хотела обязательно вам сообщить. Теперь давайте к рукавчику вернемся. По рукавчику я посчитала, чтобы красиво расположить раппорты. Я вот смотрите, как сделала. Надо набрать 54 или 58 петель. 54 это на первые два размера идут, то есть 42 по 52. И на 54-56 я прибавила еще 4 петли. Каким образом у меня 54 петли получилось? Это кромочная, 2 раппорта по 23 петли, 6 петель для симметрии, и получилось в сумме 54 петли. Для рукавчика набираем, вяжем планочку и сразу же приступаем к вязанию узора. Так же, как и везде в изделии. Значит, здесь необходимо сразу скос формировать. Как сформировать скос? Давайте тоже кратенько я вам расскажу. У меня в описании все это есть, я описываю подробно, но я вам сейчас объясню, из чего что складывается. Самая широкая часть рукава я уже посчитала по нашим меркам. Это 80 петель первый размер, 84, 88, значит, самый большой размер. И по скосу я тоже сделала уже расчет. То есть у меня получается по каждому скосу по 13 петель надо прибавить на высоту 39,5 сантиметров. Сразу же перевела в ряды. Это получилось 98 рядов. И на примере первого размера рассказываю, как получается вот эта цифра. В каком ряду равномерно делать прибавки. Смотрите. Значит, у нас 80 петель первый размер, самая широкая часть, и 54 внизу рукава. Из 80 мы отнимаем 54, получаем 26 петель, надо всего прибавить. Делим на 2 скоса, по каждому скосу приходится 13 петель прибавок. Да? И смотрите далее. Высота скоса 98 рядов, мы уже посчитали, и делим на 13 петель, которые надо прибавить. Получается циферка 7,5 ряда. Да? То есть мы будем чередовать, чтобы это красиво и равномерно прибавлялось. Делаем прибавки, чередуя. Значит, первая прибавка в каждом 7 ряду, следующая прибавка в 8 ряду, в 7, 8. И так прибавляется 13 раз по одной петле справа и слева. Вот таким образом. Такая хитрость, да? Вот. И после того, смотрите, у нас аккад с вами вот такой прямоугольный получается, укороченный. Мы после того, как все эти прибавки сделаем, у нас на спицах будет 80, 84, 88 петель, в зависимости от размера, мы прекращаем свои прибавки, еще 6,5 сантиметров высоту вяжем без прибавок и закрываем все петли. Вот таким образом у нас вот такой упрощенный вариант рукавчика, упрощенный вариант аккада. Ну, в общем-то, девочки, собственно, все, что я хотела вам сказать, кратенько я рассказала по описанию, сколько петель, откуда что взялось. Да? Надеюсь, мой рассказ был понятен и доступен. Все описание вы можете посмотреть под видео. И, в общем-то, до новых встреч. Желаю вам удачи. Желаю вам связать вот такой красивенький ажурный кардиганчик, который можно взять из любой пряжи, связать. Подберите правильно спицы под свою пряжу. Также сделайте расчет плотности. И, в общем-то, вперед. И все у вас получится, думаю. Но вообще сама по себе пряжа интересная, меланжевая. И цвет такой очень приятный, насыщенный, красивый цвет. Считаю, что, в принципе, очень подходящий вариант для любого возраста. До новых встреч!